Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 6 августа, вторник, как всегда, важнейшее последнее событие. Сегодня они, да, в общем, как часто в последнее время, выглядят как захватывающий детектив или триллер. Начнем с Америки, потому что нравится это или нет, в связи с президентскими выборами. Здесь все начинается, и сюда же все и возвращается. Итак, Камала Харрис наконец-то выбрала себе спутника, кандидата на должность вице-президента. И на эту должность ей больше всего подошел губернатор штата Миннесоты Тим Вальц. У него был соперник. Этот соперник, губернатор был штата Филадельфии Шапира. Очень сильный очень кандидат, очень сильный губернатор. И Филадельфия очень сильный штат, потому что от нее идут 19 выборщиков. Это вот когда уже начнутся президентские выборы. То есть очень важный штат. Но, хорошенько подумав, Харрис выбрала именно Вальца. Вальц хороший парень, вот как говорится, да? Мягкий, дипломатичный, в то же время твердый, умный, без дури, умеет вести себя с людьми. Хороший дипломат. То есть человек, который нравится. Ну, тут же его окрестили Трамп и, по-моему, еще этот самый Вэнс окрестили его чуть ли не леваком, там, экстремистом левым и прочая ерунда. Но если он левый экстремист, то они правые экстремисты. То есть одни эпитеты то в одну, то в другую сторону. Но самое главное не в этом. Если вы помните, я вам рассказывал о классном аналитике, к которому стоит прислушиваться, когда речь идет о президентских выборах, о прогнозах на президентские выборы. Назвал его по фамилии, это Майкл Мур. Некоторые знатоки тут же ответили, что там левый, и чуть ли не террорист, и прочая ерунда. Господа, я же о чем вам говорил? Я не рассматривал его как политика и как человека. Да пусть он будет исчадием ада. Меня, и я об этом вам говорил, интересует прежде всего Майкл Мур как аналитик. Аналитик он великолепный, что подтверждает результаты последних выборов. Он делал их против прогнозов крупнейших организаций. И было так, как говорил Мур. Так вот, если вы помните, я давал вам прогноз, и он говорил, что крайне важно сейчас для Харрис выиграть штат Мичиган. А штат Мичиган – это штат или место наибольшей концентрации мусульман арабского происхождения, то есть вот как раз из этого региона. Ливан, Палестина и близлежащие страны. Йемен то же самое. То есть за пределами этого региона большей концентрации, чем в штате Мичиган, их нет. Там их насчитывается, по крайней мере, эту цифру давал сам Майкл Мур, хотя официальных я не видел. Так вот, по его словам, по его информации, их там не менее 300 тысяч избирателей. И, по его словам, вот за кем они пойдут, это в значительной степени решит исход выбора, поскольку штат этот свинговый, он может и туда, и сюда, а всего их там где-то 6-7 таких штатов. Короче говоря, надо выигрывать обязательно. И он говорил, что крайне важно не брать Шапира на эту должность, на кандидата в вице-президента. Почему? Потому что, в принципе, говорят, все, которые остались, кандидаты, вернее, оставались на вчерашний день, включая Вальца, у них у всех, в принципе, одинаковая позиция по Израилю. Все они поддерживают Израиль. Все они считают, что надо довести борьбу с Хамасом до конца. Ну, тут же вопрос по поводу палестинских поселений, там сектор Газа и так далее. Не будем в это уходить. Но, во-первых, он еврей. Во-вторых, вот он, что-то он сказал. То есть он такой человек прямолинейный, в отличие от того же Вальца. И что-то сказал, что крайне не понравилось этническим арабам в штате Мичиган. Поэтому Мур говорил, нельзя его брать, не надо брать, иначе будет катастрофа. Любой другой, и все, штат будет выигран Камала Харрис, а вместе с этим штатом и президентские выборы. И вот выбирает именно Вальца, не Шапира. Хотя на вчерашний день все лучшие знатоки в Соединенных Штатах, лучшие аналитики прочили выбор именно Шапира. Вот что значит аналитика. Майкл Мур. Знаете, он был против шерсти опять. Большинства предсказателей, аналитиков прямо в десятку. Очень хорошо. Подчеркиваю, хороший человек, вменяемый, с ним можно вести переговоры, у него открытый, так сказать, майнд, он не зашорен, он не фанат ни в одну, ни в другую сторону.
Ну и вообще надо сказать, что... То есть он лайкабл человек. Вот эту пару сейчас, Харрис и Вальц, в отличие от другой пары, Трамп и Джей Ди Венс, то есть первая пара, она нравится населению. Они говорят позитивно, они говорят о будущем. Во-первых, и сейчас они говорят неплохо, а будущее будет еще лучше. Они говорят конкретно, что будет. А пару Трамп и Венс описывают как пару ужаса и отчаяния. То есть их послушаешь сейчас, это катастрофа. А вчера вот Трамп сказал, что если его не выберут, это вообще, это будет такая же ситуация, как с Великой депрессией в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века. И Третья мировая война. И так вот на всех выборах и так далее. Ну и далее вот от избрания напарника или партнера Камалы Харрис на президентские выборы и от важности того, кто будет вице-президентом, важности, я даже не буду говорить мусульманского, потому что тут даже не мусульманский, а арабского, этнического арабского фактора в этих предстоящих выборах, мы переходим теперь к ситуации на Ближнем Востоке, где Иран готовится к удару по Израилю. И эта подготовка, она уже вступила в заключительную фазу. Так, по сообщению израильских СМИ, действующий министр иностранных дел Кац был проинформирован министром иностранных дел Венгрии о том, что Иран принял решение нанести удар, и он неминуем. Такой же месседж Израиль получил от министра иностранных дел Бахрейна. Соединенные Штаты, военные американские, разведывательные агентства получили информацию тоже о завершающей стадии подготовки Ирана к нанесению удара по Израилю. Это, конечно, плохо, но есть здесь элемент хорошего. Я вам рассказывал раньше, почему предыдущий удар по Израилю удалось как бы так самортизировать или хеджировать. Потому что Иран заранее, где-то так за недельку, предупредил по дипломатическим там каким-то особым каналам Соединенные Штаты Америки о том, что удар предстоит, и назвал точную дату практически. И это позволило израильтянам, американцам, союзникам подготовиться к этому. Именно поэтому в значительной степени отражение, защита от этого удара оказалась настолько эффективная, как вы помните. И вот, да, когда началась подготовка к этому удару, а я вам об этом рассказывал на прошлой неделе буквально, то есть совсем недавно, американцы с обеспокоенностью отмечали, что на этот раз подготовка к удару Ирана производится в состоянии полной конспирации, как в полном вакууме, ничего не видно, ничего не слышно. И это наводило на очень тревожное подозрение о том, что на этот раз удар будет сильнее, чем предыдущий, ну и он будет неожиданным, поэтому подготовиться к нему будет особо сложно. И вот в последние дни прорвало, видите. Иран решил предупредить и через министра иностранных дел Венгрии, и через Бахрейн, чтобы накладки не было. Если один не доведет до нужного адресата важную информацию, то второй сделает. Это чрезвычайно важно. То есть Иран дублирует этот месседж, чтобы избежать ситуации, когда он не дойдет до адресата. Это хороший признак. Значит, ожидается, согласно этим предупреждениям, 12-13 число. Поэтому все в тревоге, все в полном ожидании. Американцы на днях еще усилили свою группировку. Раньше они говорили, там, меняют авианосную группу ударную, подтягивают туда боевые самолеты всевозможные. А теперь даже не говорят, что они делают. То есть полная тишина, полная конспирация в подготовке. Все ждут. И тут, откуда ни возьмись, вечерним рейсом из Москвы в Тегеран, как говорил Жванецкий, в полете, посылая всех к ядрене фени, прибывает Шойгу. И какая цель? Ну, там поговорили о истребителях. Иранцы очень хотят истребители эти получить. Ну, важная, неважная тема, но, наверное, это не для секретаря Совета Безопасности. Для этого кто-то из Министерства обороны должен приехать.
Самое главное, Шойгу, как доверенное лицо Путина, привез важный месседж. Согласно сообщению агентства Reuters, произошло невероятное. Шойгу от имени Путина просил Иран смягчить как-то так вот этот удар. То есть ответ нужен, чтобы морду лица не потерять. Надо отвечать, но, как просил Шойгу, помягче, как можно помягче. И об этом он заявил высокопоставленным иранским чиновникам. В Москве не ответили на просьбу агентства Reuters прокомментировать это сообщение. Два источника, знакомые с этим вопросом, не предоставили более подробной информации о переговорах с Шойгу, но Шойгу, вернее, вот как здесь говорится, визит Шойгу был одним из нескольких способов, которые Москва использовала, чтобы донести до Ирана необходимость сдерживания и в то же время осудить убийство Хании как очень опасное убийство в попытке предотвратить войну на Ближнем Востоке. Вы представляете, какие изменения происходят в Москве, в Кремле? Просто тектонические плиты передвигаются. Что до этого все, что они делали, это стратегия гадить, где можно, как можно больше и так далее. Балансирование на грани термоядерной войны, нагнетание. Им нужно было бы, по идее, эта война, мы с вами отмечали, потому что это отвлекло бы внимание от ситуации на поле боя в Украине, от России бы отвлекло внимание, может быть, в плане санкций и так далее. То есть второй фронт для них, по идее, должен быть хорош. И вдруг на тебе. Не просто одного Шойгу посылают, а этот Шойгу оказался одним из нескольких способов, при помощи которых Москва доносила до Тегерана эту мысль. И она как-то так вот очень хорошо, органично, я бы сказал, вплелась в то, что делают американцы вот накануне ожидаемого удара. А они не только укрепляют, подтягивают свежие силы и так далее, наблюдают за подготовкой Ирана, но они спешно сколачивают коалицию, международную коалицию, которая вместе с ними будет помогать Израилю защищать его от удара, когда он начнется. Туда уже вошли те страны, которые принимали в отражении нападения Ирана в предыдущий раз. Это Великобритания, затем Саудовская Аравия, которая и тогда, и сейчас запретила, то есть твердо заявила, что она не позволит использовать свое воздушное пространство для пролета иранских ракет. Примерно то же самое заявила и Иордания. И вот несколько слов буквально разбросанных, предложениях, разбросанных тут и там, наводят меня лично на мысль, что Россия стала пока негласным, пока, так сказать, закулисным, но одним из участников в той или иной степени вот этой международной коалиции, которая пытается сейчас убедить Иран спустить это дело на тормоза. И, может быть, именно этим объясняется тот факт, что еще 3-4 дня назад Иран готовился к этому удару в обстановке полной секретности, а сейчас по двум каналам сразу Бахрейн и Венгрия оповестил Израиль, значит, о грядущем ударе. И, наверное, более-менее точно назвали время. То есть вы сами понимаете, насколько это облегчит защиту от этого удара. То есть она в значительной степени ослабит его мощь, эффективность. Люди просто постреляют, грубо так говоря, в воздух, с тем, чтобы, не дай бог, там какая-то ракета не упала действительно на израильскую территорию и не принесла там, не дай бог, какой-то серьезный ущерб. То есть вот ответили, потому что надо было морду лица защитить, ну и все, и давайте на этом закончим. Ну вот, значит, что ожидается? Ожидается по-прежнему удар по Израилю 12 или 13 августа. А почему? Потому что на эти даты приходится Национальный день скорби еврейского народа, который называется Тише Б'Ав. 9 Авова, когда были разрушены первый и второй Иерусалимские храмы. Как сообщил NBC израильский чиновник, страна готовится к многодневной атаке дронами и ракетами со стороны Ирана и Хезболлы. Израиль рассматривает возможность нанести превентивный удар для срыва атаки Тегерана. И тут дальше еще одно чудное событие происходит. Из разряда очевидное невероятное. Два западных источника, сплетница Daily Mail из Великобритании, ну я так, шутя, слегка шутя, и очень серьезное информационное агентство Reuters
со ссылкой на замминистра иностранных дел российской, ну, в общем, Раши, а также выступление, ее, оказывается, называют «железной куклой Путина», Скоробеевой или Скобеевой. Сообщают: покушение на Путина. Россия подозревает Украину в нападении, вернее, в подготовке нападения на Путина в ходе парада в честь Дня военно-морского флота. Об этом заявляет государственное телевидение Раши. Итак, у России было подозрение, что Украина планировала напасть на Россию во время парада в честь Дня военно-морского флота, на котором, а дело было 28 прошлого месяца, июля, на котором присутствовал президент Путин. И в этой связи Москва связалась с Вашингтоном и выразила свои опасения. Об этом сообщило российское государственное телевидение. Ну, тут вопрос первый. Ну, хорошо, узнали. Ну, хорошо, сообщили. И жив-здоров, значит, все нормально. Обошлось как-то. Зачем? Почему именно сейчас? И вот я как-то увязываю вот это сообщение и то, что произошло 12 июля. А 12-го Белоусов позвонил Остину, министр обороны России, позвонил, значит, в Минобороны Соединенных Штатов Америки, вот как раз с этими подозрениями. Российское телевидение заявило, что эти сведения являются государственной тайной. Об этом Скоробеева сказала. Как же она так разболтала на весь мир? И зачем? В чем смысл? И не предоставила более подробной информации. И Министерство иностранных дел Украины не сразу ответило на просьбу прокомментировать это сообщение. И тут вышел на арену заместитель министра иностранных дел Рябков и заявил, что опасения по поводу предполагаемой атаки были настолько велики, что Минобороны Белоусов связался с министром обороны США Ллойдом Остином по поводу этих подозрений. Ну, я немножко напомню ситуацию. Я вам рассказывал о том, что 12 июля, об этом сообщила первый «Нью-Йорк Таймс», неожиданно, первый раз по собственной инициативе, первый раз в должности министра обороны Раши, Белоусов позвонил Остину и сообщил ему такое, что тот аж вздрогнул. Тогда «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что якобы Белоусов сказал, что по сведениям российской разведки им стало известно, что Украина, спецслужбы Украины, подготовились к какую-то страшную, ужасную операцию. И если она осуществится, то события предпримут хаотический, вне всякого контроля характер, без всякого намека на Третью мировую войну, ну так, вернее, косвенный, весьма косвенный. То есть, когда они болтают просто по телевидению, там они ракеты запускают туда-сюда, а вот тут, когда жареным запахло, то события могут выйти из-под контроля. Вот так вот. Причем, по словам Белоусова, американцы, вернее, российские спецслужбы подозревают, что эта операция украинской стороны известна Соединенным Штатам Америки и одобрена ими. Поэтому Белоусов просит, первый был вопрос, вы знаете что-то об этой операции? Это ужасная операция, которая может наши две страны поставить на грань термоядерной войны. Опешивший Остин говорит, нет, мы ничего не знаем. Ну тогда, значит, Белоусов начинает излагать, значит, они вот, украинцы, и без вашего ведома, союзников, вот за вашей спиной готовят вот такую провокацию, и мы в результате этой провокации окажемся, опять-таки, на грани термоядерной войны. И он попросил американскую сторону, чтобы она предприняла меры, дабы эта операция не свершилась. И тогда, 12 июля, как сообщала та же «Нью-Йорк Таймс», Остин позвонил в Киев, ну, как оказалось, ничего похожего на то, о чем говорил Белоусов, не происходило, поэтому, ну, нет, и на нет и суда, как говорится, нет. И только теперь, со ссылкой на российское телевидение, становится известно, и на замминистра иностранных дел Раши, становится известно, что речь шла о якобы подготовке украинских спецслужб уничтожить или ликвидировать Путина в ходе вот этого парада в Петербурге 28 июля. Немножко эту информацию добавляет, расширяет Daily Mail. Она более драматизирует ситуацию по сравнению с тем, что сказал Reuters. То есть проведение этой операции
это покушение, заговор с целью убийства Путина мог бы привести к Третьей мировой войне. И был пресечен после того, как Кремль позвонил в Пентагон и попросил их вмешаться. И вот они вмешались. Мир был спасен. Там даже Скоробеева произнесла такую сакраментальную фразу: благодаря этим двум мужам, Остину и этому самому Белоусову, мы теперь с вами живы. Понимаете? Мир цел и невредим. Слава сотрудничеству двух стран, и слава тому, что там есть здравомыслящие люди. Но это я от себя уже добавляю. Скоробеева об этом не говорила, но это подразумевалось. Это вот тон буквально, фон всего того, что изложила российская сторона по этому поводу. Российская разведка якобы раскрыла тайную операцию Киева по нанесению удара по параду в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. На основании полученных Россией разведданных в Москве заподозрили, что Украина пытается убить Путина и еще там кого-то. Ну и вот здесь вопрос-то возникает. Да, Путина и Белоусова. То есть Белоусов еще за свою жизнь боролся, когда он звонил Остину. И теперь вопрос, значит, если Россия действительно, так сразу по ходу, если Россия действительно заподозрила, вернее, получила разведданные о том, что Украина готовит такое мероприятие, скажем так, то здесь глагол «заподозрила», он как-то неуместен. Готовится, ты получил информацию разведывательную о том, что готовится покушение такого калибра. Что значит «заподозрила»? Тут, прежде чем соваться уже с этим, что-то делать, надо знать более-менее наверняка. То есть не было прямой информации, не было документальной информации, не было, скорее всего, источника серьезного, агентурного, который бы доложил из Кремля или из Москвы о том, что такая операция готовится. Где был Соловей, я вас спрашиваю? Где Соловей и все его источники? Почему они молчали? Почему ни один из этих 20 обалдуев, которые работают на него в администрации президента Путина, почему они не ринулись к нему, чтобы спасти мир? Я о других уже не говорю. Странная формулировка. То есть вот вызывает сразу вопрос, а был ли мальчик, были ли это разведданные, или все это так высосано из пальца? Дальше цитата. Россия, очевидно, считала, что США были в курсе плана нападения и опасались, что они, то есть Раша опасалась, что американцы причастны к этому плану. Но опять-таки, если бы не было твердой информации о том, что это действительно реально, такой был, то откуда взялись ее опасения, что американцы за тем, что еще нереально, на основании чего можно только подозревать, теперь еще подозревают американцев. Но это автоматом идет, да, если что-то там якобы совершается плохое, значит, естественно, за этим стоят американцы, ни больше, ни меньше. То есть он реально, как здесь говорят источники, средства массовой информации, Белоусов реально опасался, что эту операцию готовили американцы. То есть вот насколько это свидетельствует о том, насколько параноидальный образ мышления у обитателей Кремля. Причем Белоусов, он не самый параноидальный, он все-таки из них всех самый такой умный человек, который владеет логикой. И даже он попал под это. Может быть, потому что сказали, что и вас будут убивать. Ну, дальше, по словам Рябкова, Рябков уже объясняет, были сделаны звонки, то есть это уже Остин делал, наверное, звонки в Украину, чтобы остановить тайную операцию на этом параде. И Путин, и Белоусов посетили этот парад, и все прошло без инцидентов. Сигнал, посланный российской стороной, не только в Вашингтон, но и в другие столицы, находящиеся под контролем Вашингтона, был получен, сказал Рябков. То есть они звонили во все колокола, они пугали других, то есть пытались найти слабонервного, который закричит, надо все это остановить и так далее. И вот фраза потрясенного Рябкова. Мы избежали нового витка эскалации. Какая эскалация? 2 абзацами раньше речь шла о Третьей мировой войне, а теперь просто эскалация. Он был, то есть план этот, был спланирован Украиной, чтобы нанести максимальный ущерб и добиться максимального медийного эффекта, который им нужен. Слава богу, мы обошлись без этого конкретного эпизода, а это значит, что сигнал нашего военного руководства, Министерства обороны, его американскому коллеге, видимо, возымел действие. Но, правда, он не стал Рябков уточнять, что именно содержалось в российских разведданных и какой был планируемый
план удара. Потом, значит, газета Daily Mail спустилась в телеграм-канал, вышла там на какую-то страничку, где крупные специалисты по организации убийств сказали. Один сказал, что наверняка пошлют морской дрон. Другой сказал, что пошлют воздушный дрон. А третий сказал, что пошлют и то, и другое. То есть, ну, это полная какая-то фигня. Ну, во-первых, сама идея покушения на Путина на этом параде. Ну, я знаю, хоть я работал в другом подразделении, так сказать, в разведке, нас это так не касалось, но коллеги ходили и рассказывали, что творится, какие предпринимаются меры безопасности, когда высшее лицо государства куда там движется. Даем голодом, даю на отсечение, что несколько кварталов там в каждом окне сидел по сотруднику ФСБ, на каждой крыше, а вдоль так, по дороге, на расстоянии 30-40 метров стоял, это только из одного ФСБ. Не говоря уже о других, там, полиция, Росгвардия и так далее. То есть там снайпера невозможно было. А рассчитывать, совершить ликвидацию при помощи какого-то дрона, ну, при помощи дрона можно было бы там корабль взорвать. Но планировать, куда двинется Путин, не зная его реального плана перемещения, короче говоря, это была полная белиберда. Полная белиберда. И вот она вся выбрасывается. Здесь еще обращается внимание, что Путин не просто приехал. Он не просто приехал, он сделал еще заявление там, на этом параде, от которого чуть ли не содрогнулся весь мир. Немцы, американцы объявили о предстоящем развертывании ракет средней дальности в Германии, с тем, чтобы так до Москвы быстро можно было долететь. 10 минут, как сказал сам Путин. Так вот, он сказал, что мы предпримем зеркальные меры. Какие меры они предпримут? У них уже ракеты такие стоят в Калининграде уже давно. Это первое. Второе. Раньше они грозились за развертывание таких ракет. Это все, это жирная красная линия. Прямо перейти к Третьей мировой войне. А сейчас они предлагают только ответить зеркально. То есть это не грозное заявление. Это так, тихое, смиренное и смущенное сливание очередной бутафорской красной линии. Ни больше, ни меньше. А здесь, как говорится в статье, наблюдатели не заметили никаких изменений в программе этого парада, регламенте. Он прошел полностью по плану, и если были предприняты дополнительные меры безопасности, то они остались незамеченными. Сейчас кратко прокомментирую это. Ну, вопрос первый. Мог ли Буданов реально планировать эту операцию? Ну, знаете, взорвать там какую-нибудь хлопушку всегда можно, где-то как-то и так далее. Но реально задумать и осуществить такую операцию, ну, это уровень, скажем так, лучших спецслужб мира, которые обладают высочайшими технологиями. Это как вот Соединенные Штаты уничтожили шефа Кудс, иранского генерала Сулеймани, несколько лет назад. Таким образом уничтожили, что долгое время спецслужбы Ирана даже не могли понять, как он был уничтожен. Сначала говорили, что это Израиль. И даже описывали, как они там автомобиль свой, где они его оставили, сколько человек там было. Потом оказалось, что Израиль вообще никакого отношения к этому не имел. Все сделали американцы. Сейчас тоже высочайшая техника. Как уничтожили одного в Бейруте, Ахани в Тегеране. Там громадное расстояние от границы. Средь бела дня. И вдруг там, где он находится, точечный удар. То есть тут есть о чем задуматься. Мог ли Буданов реально что-то серьезное предпринять с надеждой на успех? Да никаких шансов, просто никаких шансов. Но если бы он даже об этом задумался, то, согласно табелю о рангах, существующим правилам, а мы знаем о этих правилах еще со времен Вагнергейта, он должен был бы доложить в ОПУ. А в ОПе там человек, которому он должен был доложить, это Ермак. Ну вот и все. Вот и все. Я очень подозреваю, что вот откуда пошло это все дело. Буданов, может быть, задумался об очередном интервью, скажем, там, Wall Street Journal на эту тему. И посоветовался по этому поводу с Ермаком. Ну, как дальше? Дальше идет, как во времена Вагнергейта. Звонок через кого-то в Кремль, и все становится все ясно. Все понятно. Все понятно. Теперь, зачем Российской Федерации? Ну, ладно, тогда позвонили. Чем черт не шутит? Ладно, позвоним Остину в Пентагон, ну, чтобы все было нормально.
Позвонили. И теперь, значит, Остин сказал, все будет нормально. И Путин – это человек, который известен своей трусостью, как что происходит, он сразу под корягу в любой критической ситуации. А тут Путин, который не верит, который известен своим параноидальным мышлением, он теперь верит американцам, что они позвонили в Украину и сказали, ребята, не надо. То есть Путин верит и американцам, и то, что Буданов послушается американцев. Вот так представьте себе. Отважнейший человек, то есть то качество, которое за ним, в общем-то, никогда не наблюдалось. И такой доверчивый, так он верит своим страшным врагам и Украине, и Соединенным Штатам, что на их обещания он готов поставить на карту свою собственную жизнь. Вот где тоже загадка. То есть, о чем это все говорит? Лично мне это говорит о том, что Раша отчаянно ищет пути какой-то хотя бы нормализации отношений, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки. Она отчаянно напрашивается на урегулирование в конечном счете то, что они называют ситуацией в Украине, на самом деле последствия своей агрессии в Украине. И это, в принципе, неплохой вариант, который они придумали. Потому что, надо первому. Уже нечего ждать, пока тебе что-то предложат приемлемое. То есть Кремль настолько спешит, что ему надо самому сделать шаг вперед. Какой повод ты найдешь? Все поводы какие-то так, не очень хорошие. А здесь вопрос о жизни и смерти президента страны. Тут, в принципе, можно и покричать по Третью мировую войну и так далее. То есть серьезный вопрос. Вопрос о предотвращении Третьей мировой войны через убийство российского лидера. Нормальный. Поговорили, американцы обещали, окей, в Москве принимают на веру, что американцы позвонили в Киев сказали, не будем, отложим. Раз такая просьба от Белоусова, то все, больше, не знаю, погрозил ли Зеленский пальчиком Буданову или нет, но в Москве посчитали, что погрозил, все будет нормально. Далее, он появляется на этом параде. Да он бы в жизни не появился, если бы не имели реальную информацию о том, что готовится на него покушение. В жизни бы он там не появился. И то, что он сделал заявление по поводу ракет, что мы зеркально ответим, это никакая не угроза по сравнению с тем, что они говорили раньше, что готовы тактическое ядерное оружие применить. Это так, очередное смущенное переступание через красную линию. Вот и все, очередная красная линия, после которой можно остальные перешагивать или стирать их. И я думаю, что, это происходило, вы помните, да, 12 июля, а потом парад 28 июля, и вот теперь Шойгу прибывает неожиданно в Тегеран и с совершенно неожиданной миссией. Вот я никак бы не ожидал такой миссии. А теперь Кремль, Путин делают ответный жест воли. Он примыкает к вот этой коалиции Соединенные Штаты, Великобритания, затем Саудовская Аравия и Иордания, или так вот стучится в дверь, ребята, пустите меня, я с вами, я сейчас поговорю с этими, пустите, я ваш, я хороший. Вот так вот приблизительно все это выглядит. Еще эти события наводят на подозрение, что в Кремле далеко не уверены в победе Трампа. Они уже начинают, не то что думают, а уже начинают активную работу по наведению мостов к новой администрации Соединенных Штатов, администрации Камалы Харрис. Это плохой сигнал для Трампа, и, видимо, он это понимает, потому что вот он недавно, буквально выступая в Атланте, он поздравил Путина с успешной операцией по обмену вот этих заложников, зэков, провалившихся шпионов. То есть он сказал, что для Америки это катастрофа была, и для Байдена, а для Путина это успешнейшая операция, и он с ней поздравил. То есть так получается, что он поздравляет с успехом врага Америки, который в данном случае выиграл у родины Трампа, у Соединенных Штатов Америки. Вот как такого выбирать в президенты Соединенных Штатов Америки? Полная какая-то чушь. И последнее, быстрое данное. По сообщению британской газеты Express UK, американского Newsweek, Российская Федерация потихоньку сматывает удочки из Крыма. Сначала был оттуда выведен последний патрульный катер или патрульное судно. После этого, там ничего не осталось от военно-морского, Черноморского флота.
А теперь убирают уже и авиацию. Ну и потом, значит, там же последние дни уничтожается CS-400, это самая у них развитая система противовоздушной обороны, которая защищала именно Крымский мост. Это о многом говорит. 4 системы «Панцирь» были повреждены. Короче говоря, по мнению британских и американских военных аналитиков, речь идет о том, чтобы начать подготовку. Да они уже не подготовка, а надо уже сматывать удочки. Насколько быстро они это сделают, то есть то ли это предвкушение, что украинская страна предпримет наконец-то мощную наступательную операцию, то ли, как в ситуации с Херсоном, они решили не ожидать до этого момента, а потихоньку все это эвакуировать и, так сказать, оставить Крым без своего присутствия, покажет ближайшее время, но, как последние дни отмечают военные аналитики в Соединенных Штатах Америки, то есть ситуация развивается в положительном для Украины вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Желаю Израилю и его союзникам выдержать, отразить ожидаемое нападение Ирана или ответ Ирана на ликвидацию 2 террористов, которые, значит, работали под его зонтиком. Ну и вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества, твердой веры в нашу неизбежную победу. Но пасаран, руссофашизму не пройдет. Карфаген будет разрушен. До новых скорых встреч.